Ну что, оказывается, для того, чтобы снимать ролики чаще, нужно было просто купить Теслу. Ведь это уже второе видео на моем канале, посвященное этому автомобилю. Это, наверное, неплохая новость, ведь будет что посмотреть и послушать. Сегодня я хочу рассказать о 20 фишках, которые мне никто не сказал до покупки автомобиля. В действительности это будет, наверное, видео рассуждения по поводу того, что стоит обращать внимание, на что стоит обращать внимание у Теслы и почему это автомобиль номер один. И, кстати говоря, Model Y на текущий момент является самым продаваемым автомобилем в мире, именно с точки зрения конкретной модели. И этому есть вполне логическое объяснение, и, на мой взгляд, это объяснение кроется в цене. Как я уже говорил в предыдущем видео, на мой взгляд, это самый сбалансированный автомобиль по соотношению цена-качество. Дело в том, что за эту цену, в которую сейчас можно взять автомобиль Model Y, полноприводный, на увеличенном аккумуляторе Long Range, за эти деньги просто-напросто ничего другого взять не получится. Потому что даже если вы хотите взять Kia или Hyundai, они в более дешевой, в более простой комплектации будут сильно-сильно проще. А если вы хотите, чтобы там была панорама, проекционный дисплей, не знаю, автоматическое удержание в полосе и все прочее, это уже будет более дорогая комплектация, которая по конкурентной цене сильно выше, чем цена Tesla Model Y. Поэтому здесь все просто, на этом можно закрывать тему и беседу, почему Model Y так хорошо продается, потому что сейчас их продают практически по низу рынка. Автомобиль готовится к уходу с конвейера. Скоро должно выйти обновленная какая-то версия. Поговаривают, что у нее кодовое название Junipero, как та самая классная серия в «Черном зеркале». Как и в случае с Model 3, которую все называли Highland или Highlander, многие так ее до сих пор называют. Если вы будете гуглить новую Model 3, то она часто так, с таким подзаголовком индексируется, но сами Tesla говорит, что мы такой подзаголовок не давали, и вообще они не дают никаких подзаголовков. Это придумали какие-то журналисты или блогеры, и, в общем, так и закрепилось. Вот и с Model Y возможно будет название Junipero. Новая Model Y ожидается в течение года-полутора. Собственно, тогда можно будет уже и рассматривать отказ от приобретения моделей в таком кузове, потому что новая наверняка будет во всем лучше. Но в чем же хороша или плоха это? Давайте выяснять. Почему же с Tesla стоит столько денег? Мне кажется, ответ предельно простой. Во-первых, Tesla – это довольно стандартизированный автомобиль. Конкретно один завод выпускает всего 4 автомобиля, которые по сути являются модификациями двух. То есть Model S и Model X это один автомобиль, Model 3 и Model Y это второй автомобиль. Сами эти автомобили максимально, насколько было возможно, оптимизированы в производстве, удешевлены, но не в части материалов или какой-то надежности или комплектующих, а в части стоимости выштамповки алюминиевых деталей. Да, не так давно Tesla начала производить Tesla Cybertruck, что является какой-то жемчужиной их собственной, я не знаю, там удорожающей все подряд, но это имиджевая такая вещь. Я бы ее сравнил с огнеметом или с маленьким ATV, маленьким квадроциклом для детей, которые делают Tesla. Может быть, я ошибаюсь, продажи Tesla Cybertruck довольно высокие, но как иначе объяснить, как этот автомобиль стал почему-то предметом роскоши у многих американцев, и те, кто могли бы позволить себе покупку McLaren или Lamborghini Urus, покупают более дешевый, но при этом более эффектный Tesla Cybertruck. Пока что мода на это есть. Мне это напоминает еще не только огнемет, но и какие-нибудь еще, не знаю, кроссовки или берцы от Balenciaga. Но сейчас речь все-таки о наших простых, гражданских и дешевых автомобилях. Мой автомобиль не самый дешевый, потому что здесь полный привод и увеличенный аккумулятор. Но даже если бы я хотел еще что-то бы поконфигурировать, у меня было бы не так много возможностей. Кроме увеличенной батареи и двух двигателей, я бы мог только добавить белый салон, поменять цвет кузова, заказать, например, какой-нибудь красный Ultra Red, который там имеет 6 или 60, я не знаю, слоев, но в действительности не сильно отличается от какой-нибудь Mazda. Издалека, по крайней мере. Мог бы поменять колеса, и это я тоже никому не рекомендую делать, потому что стандартные колеса 19 дюймов выглядят вполне нормально, как на мой взгляд. Резина на них стоит хорошая, мягкая, не очень шумная, а вот 20-е колеса ощущаются жестче, больше вибраций информации передается в салон и даже на руль, несмотря на то, что руль здесь имеет электронное управление. Здесь нет никакого гидроусилителя. Но есть у Теслы две безумно дорогие опции. Они связаны с автоматическим пилотированием. Вы, наверное, слышали, что долгое время Tesla очень сильно хайповала на том, что делает самый продвинутый автопилот. И в действительности это до сих пор так. BMW, Hyundai и куча других производителей предлагают свои аналоги автопилотов, у них даже есть определенные классы, уровни, но самый продвинутый, или пусть
чтобы всем было спокойнее, один из самых продвинутых на текущий момент в гражданском доступном автомобиле является у Tesla. Это так называемая технология FSD или Full Self Drive. И эта опция на автомобиле стоит $12 тысяч. То есть, если выбираете автомобиль за 35-37 тысяч долларов и хотите автопилот, то автомобиль для вас станет в цене 47 или 49 тысяч долларов. Есть усеченная версия этого автопилота или так называемый Enhanced Autopilot, то есть просто расширенный автопилот. Такой расширенный автопилот стоит ровно в половину от полноценного, 6 тысяч долларов, но и его я тоже не рекомендую брать. И вот почему. Еще неделю назад на всех новых автомобилях Tesla не было парктроников, а была только система Tesla Vision, которая опирается только на работу камер, которые находятся по всему автомобилю. Я показывал это в предыдущем ролике, как она сканирует пространство и что показывает. Именно из этой системы Tesla Vision, перехода на нее, автопилот был очень ограничен. Не работал вызов с парковки, не работало перестроение в полосах, не работала автопарковка. И все это наверняка раздражало тех, кто при покупке своих автомобилей в 2023 году заплатил дополнительно 12 тысяч за полноценный автопилот, который у них в действительности полноценно не работал до 1 апреля 2024 года. Но и с 1 апреля 2024 года автопилот находится еще в условиях бета-тестирования или супервайзинг-тестирования, то есть тестирования под наблюдением инженеров или там, не знаю, техников Теслы. То есть вы постоянно передаете телеметрию со своего автомобиля Илону Маску, как всегда, я это люблю говорить, и он там делает выводы, насколько вообще человечество готово к его супер разработке. Почему не нужно спешить с покупкой с автопилота? Во-первых, те функции, которые вы уже любите или хотите в своем автомобиле, а это наверняка удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка, все это будет в базе, для этого не нужно покупать никаких дополнительных расширенных пакетов. Но даже если вы хотите попробовать удержание по маршруту, точнее движение по маршруту в автоматическом режиме, то для этого вам тоже ничего не нужно делать, потому что на любой автомобиль Tesla, ну как минимум сейчас, дарит 30 дней бесплатно полный и включенный автопилот на всех своих автомобилях. А если вы воспользуетесь реферальной ссылкой, например, моей под этим видео, то получите 90 дней такого бесплатного автопилота. То есть, на мой взгляд, колоссальная экономия. Ну а даже если через 3 месяца вы поймете, что надо было все-таки взять этот автопилот, такой он классный, у вас будет такая возможность в любой момент через ваше приложение. Всего в пару кликов были бы деньги на карте, вы сможете купить эту функцию за 12 или за 6 тысяч. Разницу в этих автопилотах вы увидите здесь на скриншотах. Самый популярный комментарий к автопилоту: как же доверить управление или свою жизнь, тем более транспортному средству, компьютеру Илона Маска? Да никак. На самом деле вы этого и не делаете. Даже если вы захотите, у вас это не получится. Я постоянно удивляюсь новостям, когда, например, какой-то известный человек, например, инженер Apple, разбился на автопилоте в автомобиле Tesla. Я не знаю, как это он сделал, возможно, он как-то хакнул автомобиль, он все-таки инженер Apple, потому что если я хотя бы потянусь к телефону во время того, как машина находится на автопилоте, она сразу начнет мне сигнализировать о том, что я неправильно пользуюсь автопилотом, заставит смотреть на дорогу, схватиться за руль, даже пошевелить им и никак иначе. И если я этого не сделаю в течение определенного времени, то автопилот не отключится до конца поездки, и я получу даже своеобразный штраф за нарушение правил пользования автопилотом, или FSD. Самое страшное, что 5 таких отключений приводит к полному отключению автопилота. Поэтому, если вы купили эту функцию за 12 тысяч долларов и 5 раз пренебрегли правилами безопасности, то наверняка 12 тысяч вам уже никто не вернет, а автопилот отключится. Как надолго, я не знаю. Система пишет, что навсегда. Кстати, вот вам интересный факт. Автомобиль я купил 8 марта. 8 апреля у меня должен был закончиться бесплатный период пользования автопилотом, который они дают с покупки. Но он не работал, он только заработал с 1 апреля. Так вот, с 1 по 30 апреля они всем снова включили и, собственно, дали 30-дневный срок. Соответственно, у меня, как и у большинства людей с системой Tesla Vision, автопилот будет работать до 30 апреля. И я заверяю вас, что до 30 апреля я буду изо всех сил пользоваться этой функцией и, возможно, в конце решу, буду ли я ее приобретать. Может быть, даже об этом запишу отдельное видео. Кстати, Tesla сделала еще один, на мой взгляд, очень хитрый или мудрый маркетинговый ход. Вместо того, чтобы подталкивать пользователей на полноценную покупку в 12 тысяч долларов, они сделали возможность приобретать автопилот по подписке, а именно за $199 в месяц.
На мой взгляд, чисто математически это сильно-сильно выгоднее, например, для автомобилей в лизинг, который мы приобретаем, например, на 3 года, потому что по $200 на 3 года получается сильно меньше, чем 12 тысяч единоразово. Ну и плюс подписочная система позволяет в любой момент отказаться от этой подписки, прервать ее, передумать, либо напротив, если я посчитаю нужным через полгода вернуться на автопилот, когда я буду видеть, что он уже так круто продвинулся, а машина уже едет, я не знаю, в какие-то секретные места. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я захотел потратить еще $200 в месяц на Теслу. Может быть, много лайков под этим видео. Как вы поняли, я за рациональное, разумное потребление. В этом случае тоже. Или, проще говоря, нищеброд. На текущий момент я никому не рекомендую приобретать полный автопилот, никому не рекомендую приобретать расширенный автопилот, потому что он вам будет предоставлен бесплатно после покупки автомобиля в лизинг, в кредит или за кэш у любого официального дилера, даже без моей реферальной ссылки, которую вы найдете в подписи к этому видео. Давайте поделюсь некоторыми откровениями, которые я узнал про зарядные станции за этот месяц. Что я выяснил? Во-первых, да, существуют бесплатные зарядки. У меня в комьюнити таких целых 3. Да, она так называемого 2-го уровня. То есть это не самая быстрая, но и не самая медленная зарядка. Чтобы зарядить автомобиль целиком, мне нужно примерно 12-15 часов, что я считаю нормально, если делать это каждую ночь. Однако на литий-ионном аккумуляторе, как у меня в Tesla Model Y, информацию о том, какой аккумулятор находится у вас, вы найдете в настройках своей системы. Так вот, на таком аккумуляторе не рекомендуются короткие зарядные сессии. Лучше заряжать от минимального значения до максимального значения, то есть такими какими-то большими отрезками. Однако, то, чего я тоже не знал до покупки, хотя это очень много где говорится, очень многие, кто, например, рассказывают, теперь я вам расскажу про это. В автомобиле Tesla, особенно на литий-ионном аккумуляторе, вам рекомендуется использовать только 60% этого аккумулятора. Что это означает? Его не рекомендуется разряжать ниже, чем до 20% заряда и заряжать больше, чем 80% заряда для ежедневного пользования. Итого получается у вас диапазон от 20 до 80% заряда, 60% вашего аккумулятора. И этих 60% мне точно, однозначно хватает на 250-270 примерно миль, что я считаю очень и очень достойно. Ну а если вам нужно зарядиться, у Теслы самая большая сеть скоростных, высокоскоростных зарядок, особенно в США. Порядка 15 тысяч зарядных станций Tesla Supercharger, на которые вы можете зарядить свой автомобиль примерно за полчаса до 100%. Это очень и очень круто. Да, электричество на этих зарядках чуточку дороже, однако на этих зарядках есть двухтарифный способ оплаты. А именно, в ночные часы, в часы наименьшей загрузки электросетей, цена на киловатт будет дешевле. То есть это один из лайфхаков заряжаться в вечернее или ночное, получается, время. Не забывайте, пожалуйста, что сама Tesla рекомендует, это постоянно будет писаться во всяких charging tips или в советах по зарядке внутри автомобиля, не рекомендует часто пользоваться суперчарджерами, ну, собственно, как на ваших мобильных телефонах. Частая, быстрая, ускоренная вот эта зарядка изнашивает ваш аккумулятор. Кстати, об износе аккумулятора. Да, у этого аккумулятора, разумеется, есть износ. Да, на него есть колоссальная гарантия, которая существенно больше, чем весь мой лизинговый срок. Соответственно, я бы об этом не переживал. Но если я хочу сохранять его для будущих владельцев, вот такой я добренький альтруист, даже в этом случае не стоит сильно париться, потому что на текущий момент деградация аккумуляторов наблюдается примерно 8% в год при не очень щадящем использовании. При охлаждениях, то есть это подходит для стран со смешанным климатом, для регионов со смешанным климатом, при вот этих урывистых зарядках или перегруженных зарядках на высокоскоростных чарджерах, даже в этом случае деградация всего на 8%. То есть 8% емкости ваш аккумулятор теряет в год. На мой взгляд, не так страшно. А если пользоваться бережно, то эта цифра сокращается до 2-3%. То есть практически деградации аккумулятора не существует. Это очень и очень круто. Лишь бы не было только бракованного аккумулятора, что тоже бывает даже у Теслы. Раз уж я говорил о подписках, то я не могу не упомянуть о той подписке, которую я точно собираюсь продлевать. И эта подписка не на 200 и даже не на $300, а на $9.99. Она мне необходима для того, чтобы работали все вот эти функции. Среди них, вы видите, есть спутниковые карты навигации, к которым я безумно привык еще со времен самых первых CarPlay или даже Яндекс.Карт. Мне почему-то больше нравится смотреть на фотографии со спутника, как-то это интереснее, просто увлекательней, и поездка становится чуточку веселее. Плюс спутниковые снимки в черном цвете, как правило, темные,
глаза меньше устают. В общем, не знаю, мне так сподручнее, и то, что за эту функцию доплатить надо, ну окей, я готов. Кроме этого, добавляются еще всякие фишечки типа расширенного стриминга Теслы, который мне в действительности нравится, потому что это чуть более нативная или удобная версия Spotify. Я ее показывал в своем предыдущем видео, посмотрите его по этой ссылке, если еще нет. Мне нравится, как в Тесле организована память водителя, и я не назову это сиденье водителя, потому что это именно память профилей. Здесь, кроме того, что автомобиль запоминает расположение руля и сиденья, он еще запоминает настройки климатической и мультимедиа системы, то есть какие вы станции слушали, какие были у вас установки громкости, даже настройки эквалайзера и климатические настройки, а я большой адепт кнопочки авто на климат-контроле и полная противоположность того, что любит моя жена в настройках климат-контроля, да, мы по таким критериям определяем друг друга. И я очень рад, что автомобиль умеет распознавать водителя по его мобильному телефону, либо по его ключ-карте, которую, кстати, не обязательно носить с собой, просто это нужно на всякий случай, если у вас сел телефон или вдруг перестал работать Bluetooth. Так вот, стоит вам только подойти с телефоном к автомобилю, автомобиль обязательно вас узнает, и как только вы сядете и нажмете на педаль тормоза, подстроит под вас сиденье, климат и все, что вы любите. Для меня это довольно прикольная функция, пользуюсь и очень радуюсь. Нигде не видел такого. Кстати, вот еще какой прикол с ключом. Кроме того, что вы входите в автомобиль по мобильному приложению, точнее по телефону, находящемуся у вас в кармане, или по ключ-карте, которая, разумеется, идет в комплекте, к Тесле любого поколения можно докупить полноценный, фирменный, надеюсь, ключ, который будет в форме Теслы, как это делается у Porsche, например. Для кого-то это может быть важно, например, тот, кто не хочет, чтобы автомобиль какое-то время оставался незакрытым, потому что он автоматически закрывается, когда вы отходите от автомобиля. Это, кстати, тоже довольно клевая, удобная функция, очень много где ее нет. Здесь нет кнопок бесконтактного доступа, которые вы могли бы подержать, нажать, там коснуться, и машина закроется. Нет. Она закроется только от того, что вы удалитесь от автомобиля, либо нажмете в приложении принудительно закрыть. Так вот, если вы хотите принудительно закрывать не через приложение, которому нужно какое-то время на соединение с автомобилем, у вас есть опция, возможность докупить ключ. Еще довольно необычное открытие. У Теслы есть много, ну или, не знаю, несколько сторонних мобильных приложений. Знаю как минимум 2 довольно неплохо разрекламированных приложения в YouTube, там это где бы то ни было, которыми вы тоже можете управлять своей Теслой, смотреть больше параметрических данных от автомобиля, возможно, что-то даже настраивать. Оба они платные, рекламировать и даже упоминать здесь их я не буду, но если вы попробуете найти в своем магазине приложения Теслы, вы наверняка найдете и альтернативные приложения. Для меня вообще удивительно, что такое возможно, потому что где гарантия, где уверенность, что вот эти производители альтернативных приложений не получают какие-то чувствительные данные, а именно те, которые позволят открыть автомобиль без вашего ведома или, может быть, даже, не знаю, его повредить. Но наверняка там будет какой-то отказ от ответственности Теслы, если вы будете такому приложению предоставлять доступ. Сам факт, что такая опция есть и такая функция возможна, меня удивляет. Многие от нее кайфуют, я знаю, рекламируют разные продвинутые приложения. Я пока что не пользовался и не думаю, мне хватает родного приложения. Ну, кроме приложения, так как все-таки это самый продаваемый автомобиль в мире на текущий момент, именно Tesla Model Y, к ней огромное множество аксессуаров. Да просто колоссальнейшее. Кроме того, что можно докупить, я не знаю, там, дэшборд, который будет перед рулем. Многие же жалуются, что не видно скорость там, и все такое, приходится смотреть на центральный экран. Я не знаю, кто эти люди, у меня ни разу с этим не было никаких проблем. Может быть, возможно, потому что я не смотрю никогда на скорость. Но, в общем, вариантов этого дэшборда огромное множество. Можете поставить такой круглый, как у Мини Купера или какой-то еще другой. В общем, что угодно сюда можно впендюрить. Всякие LED-подсветки, всякие чехлы, всякие там места для хранения аксессуаров. Вообще, черт лысого, вообще все что угодно сюда можно прилепить, пришпандорить. Эта машина, получается, мечта любого тюнера. Из всех этих аксессуаров я бы еще обратил внимание на аксессуары для чистки и уборки салона. Я выбрал темный, точнее серый, получается, салон. В общем-то, мне он всем нравится, у него аккуратный цвет, понятные текстуры. Здравствуй, кот, что ты кричишь? У него понятные текстуры, понятные цвета, но невероятная маркость. Честно говоря, такого маркового салона я не видел никогда. И под марким я имею в виду не то, что крошки от вафель, которые я ем в машине, я не ем вафли в машине, остаются здесь, а в том, что любые отпечатки, касания кожи
Я не знаю, ну, я мою руки, ну, как минимум 1 раз в день точно. Но, в общем, следы от рук, от пальцев остаются на мягких материалах и стираются только, ну, пальцем уже не стереть, в общем. Слюнями тоже не советую. Нужна какая-то тряпочка, короче. Еще я очень удивился, когда увидел, что у Model Y есть регулировка, да, небольшая, но все-таки регулировка задних спинок сидений. Более того, эта регулировка какая-то полумеханическая. Дело в том, что когда нажимаешь на кнопку, слышно характерный звук электрического моторчика либо замка. А еще, кстати, я только когда уже выбирал и заказывал Tesla Model Y, я только тогда узнал, что бывают 7-местные Tesla Model Y. То есть сзади добавляются еще 2 сиденья, да, откровенно говоря, детские или бутафорские, но они действительно существуют. Я не представляю, как с таким скосом крыши это возможно, но это бывает. В этом случае тогда задний ряд сидений, вот этот второй, он еще и откидывается, что тоже довольно прикольно и удобно. Ну и бесконечно можно рассказывать про всякие фишки мультимедиа, которые сюда внедрили команда Tesla, команда Илона Маска. Не буду в очередной раз напоминать про подушку-пердушку. Оп, уже это сделал. Но скажу, что я практически сразу установил свой кастомный звук на открывание и закрывание автомобиля. У меня есть хороший друг, который является профессиональным имитатором звуков из игры Diablo. Он воспроизводит звук подбора эликсира или potion, вот этого звука разбитой бутылочки. Смогу ли я его повторить? Нет, я так не могу, как он профессионал. Этот звук я поставил на закрывание автомобиля. Кроме того, что это просто развлечение, этот звук позволяет мне определять, мой ли автомобиль закрылся и закрылся ли он. Потому что если я слышу этот звук на парковке, я спокоен, мой автомобиль закрылся. Если нет, то что-то пошло не так. Это очень круто, это как персонифицированное уведомление на телефоне, которое по звуку позволяет вам определить, что пришло, из какого приложения и так далее. По-моему, очень клевая, малозаметная, малообсуждаемая фишка. Пользуйтесь. И чтобы эта фишка работала, вам понадобится USB-флешка, потому что для того, чтобы ваш звук оказался в машине, не получится передать его по воздуху, хотя наверняка техническая такая возможность есть. Здесь это реализовано через флешку. И я сначала начал судорожно искать флешку, которая подошла бы к разъему USB в бардачке, и удивился, когда увидел, что флешка это есть. С завода компания Tesla дарит вам свою флешку на определенный объем данных, он там стоит, туда загружаете вашу мелодию, и все работает. Собственно, на этой флешке хранятся видеозаписи с системы наблюдения Sentinel, которая регистрирует все аномалии, произошедшие с автомобилем в ваше отсутствие. Забавно еще, что нигде ни от кого я никогда не слышал, что в Tesla поворотники как у BMW. Я уже рассказывал вам, что в России я ездил на арендованной машине Tesla, и там я почему-то не придал этому значению, либо раньше это было иначе. Что я имею в виду под поворотниками над BMW? Нет, не то, что они категорически отказываются включаться и подталкивают вас перестраиваться без них. Нет, это не та ситуация. А это то, что селектор поворотного сигнала, он не фиксируется в положении поворота. Да, звучит неприятно в духе Теслы, но это всегда было на BMW, и я вам больше скажу. Это было на BMW раньше, и сейчас они от этого отказались. И как только они от этого отказались, например, на пятерке еще предыдущего поколения, меня это очень и очень расстроило, потому что это очень клево. Меня бесит это щелкающее реле в переключателях поворотника. Зачем оно нужно с этим автоотключением, с этим щелчком, особенно если ты будешь удерживать поворотник и крутить руль в противоположное направление, это реле может сломать зубчики свои, у меня такое было на автомобиле Volkswagen, и, в общем, какая-то старая архаичная механика, так вот у BMW этого давно не было, потом зачем-то они снова к этому вернулись, и я догадываюсь, зачем, потому что наверняка многие пользователи говорили, мне непонятно, когда у меня включен поворотник, так вот здесь точно так же непонятно, но всем, кто это любит, им это понравится, мне это нравится, более того, здесь чуть лучше сделано автоотключение поворотника, чем в той же самой BMW. Здесь можно через систему, через мультимедиа настроить автоотключение поворотника, и оно будет учитывать, закончили вы маневр или нет. И это привязано не к повороту руля, а к смене полосы. Дело в том, что камера фиксирует, как вы перемещаетесь по полосам. И если вы закончили перестроение в полосу, а из этой полосы поворот только налево, поворотник останется включенным. Это уже проверено мной неоднократно. А если вы сменили полосу, а дальше уже менять нечего или поворачивать нечего, то поворотник перестанет мигать. По-моему, очень удобно, не приходится его щелкать. Но сразу вас предупреждаю, если вы смотрите покупки новую Model S, Model X или даже Model 3, в общем, все что угодно, кроме Model Y, то эта информация вам не нужна, потому что у вас будут поворотники на руле. Мои соболезнования.
Так, ну что-то я захвалил как будто бы машину, а в действительности нужно рассказать что-то еще и неприятное. Ну, из неприятного, что я могу сказать за этот месяц? Во-первых, машина, как оказалось, не такая уж и тихая. И что я имею в виду? Нет, это не отсутствие звукоизоляции, о которой многие и так знают и говорят. Понятно, что в таком недорогом автомобиле не может быть крутой навороченной звукоизоляции. Более того, этот автомобиль очень тяжелый, соответственно, любой звукоизоляционный материал будет утяжелять автомобиль и сокращать запас хода на батарее. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы автомобиль был тихий с завода, насколько это возможно. Я говорю немножечко о другом, что у электроавтомобилей обычно есть вот этот вау-эффект, что вы садитесь и нету звука двигателя, нету вибраций, и вы кайфуете от того, что машина уже едет. Это действительно классно, но лично для меня, даже после Mercedes-Benz GLC прошлого поколения, это уже незаметно, потому что любой двухлитровый двигатель внутреннего сгорания уже не шумит и не вибрирует в салон достаточно давно. Я думаю, на автомобилях 2014-2015 года уже вибрации и шумы в салоне давно пропали на маленьких оборотах или тем более при движении при стоянке на месте. Но зато что здесь осталось? Здесь остался звук от дороги, звук резины, понятно. Но что чуть более неприятно, особенно в таком жарком климате, это звук климат-контроля. Печка здесь дует, точнее вентилятор здесь дует, будь здоров. Да, он дует не с каким-то неприятным свистом, но как на каком-нибудь Ford или я не знаю, на чем дует неприятно, Toyota Camry. В общем, печка здесь дует, климат здесь работает, он делает это как надо, машина нормально остужается, хотя я обычно держал температуру в салоне на уровне 77 градусов по Фаренгейту, это примерно 26 градусов по Цельсию, нет, наверное, все-таки 25, но суть в том, что держал всегда 77, здесь я выше 74 не поднимаю температуру, потому что мне уже становится жарко. В этой машине жарко, и только на 73-74 мне комфортно. Но зато здесь нет никаких сквозняков, здесь нет дефлекторов, которые дули бы в лицо. Более того, я уже говорил вам, что я фанат функции авто. Я считаю, что нужно нажать кнопочку авто на климат-контроле и больше туда не лазить. Машина сама должна понять, точнее инженеры должны были сами понять, как сделать все, направить потоки воздуха, силу обдува, температуру и все прочее, чтобы она там не запотевала, чтобы вам было не жарко, не холодно и все прочее. Здесь функция авто работает отлично, отменно, но здесь работает авто все, кроме направления потоков воздуха именно из дефлекторов, которые открыты. Соответственно, если я хочу убрать дефлектор от лица, я захожу в меню и убираю. Ну и последнее, что я хотел бы сказать в этом отрезке, это то, что первым делом, ну точнее, что я сделал со своим автомобилем. Купил несколько небольших аксессуаров, но из дорогого я ее затонировал. И тонировать я хотел только передние окна, потому что задние затонированы с салона, но как только я приехал в тонировочный сервис, первое, что я выяснил, что тонировка передних окон создает разнобой с задними. Ну, я подумал, нормально, передние будут чуть светлее, чем задние, это, в общем-то, органично, но оказалось, что при тонировке передние становятся темнее, чем задние. А если тонировать в соответствие с задними, то тогда нет смысла тонировать, потому что пропускаемость света остается слишком высокая. Салон продолжит нагреваться, и, в общем-то, это не то, чего мне нужно. Меня таким образом уговорили на тонировку задних стекол. Все это мне обошлось примерно в $420-430. Сделали примерно за 1,5-2 часа. И я, в общем-то, очень доволен, потому что это добавило какого-то комфорта, уюта. И самое главное, позволяет в автомобиле сохранять чуть-чуть ниже температуру, что в действительности очень важно, ведь я живу в очень жарком месте. И климат-контроль кондиционера расходует большое количество батареи. Соответственно, даже если я экономлю какие-то доли или, может быть, даже целый процент, по году это складывается в какие-то существенные суммы. Нужно быть практичным. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел бы пока рассказать в таком формате. Не знаю, знали бы вы об этих фишках без меня, видели ли их вы в каких-то других видео. Я не видел. И я жалею, что я их не видел. Мне было бы интересно узнать о таких вещах, потому что для меня они интересны и принципиальны. Они влияют на то, как я владею, пользуюсь своим автомобилем. В заключение я хочу сказать, что спустя месяц я по-прежнему рекомендую автомобиль Tesla, в частности Model Y, Model 3 к приобретению, потому что я считаю, это действительно очень сбалансированный, очень практичный, очень правильный по своему ценообразованию автомобиль на текущий момент. Ну хотя нет, Model 3 новую я бы не брал в расчет, сейчас она на хайпе и цена наверняка ее завышена. Я бы подождал, когда появится инвентарь, запас у салонов, и тогда бы рассмотрел такой автомобиль к покупке, наверное. Либо если вам дадут хорошие кредитные условия, которые, кстати, у Tesla часто лучше, чем у многих-многих дилеров. Ну и ко всему прочему, во многих странах и регионах по-прежнему есть какие-то плюшки от государства. В США это $7,500
tax-back или tax-credit, возможность, то есть получить скидку на этот автомобиль, либо возврат налогов, что тоже очень-очень круто. Поэтому для теплого региона, для США это точно лучший автомобиль по всем параметрам. Большой, вместительный, экономичный. Для других регионов нужно учитывать нюансы. Сколько будет стоить зимняя резина, проедет ли она в тех местах, где ездите вы, если там какое-то страшное внедорожье, бездорожье, и что у вас с зарядками. У меня есть 3 бесплатных зарядки, у меня тепло, и я получил лизинг только на эту машину, хотя очень хотел BMW. Надеюсь, следующее видео будет не про BMW, а все еще про Теслу. Ну а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии о том, что бы хотели, чтобы я еще рассказал в таком или в каком-то другом формате. Это был Антон. Пока-пока.